Так, хоп, на меня чуть-чуть. Оп. Так, О, все. Хорош. Всем привет, ребят! Появился у меня вот такой вертикальный фрезер с металлоприемки. Называется F2 250, корейский. Копия чешского станка TOS FA3V. Если их сравнить, то различия между ними будут минимальные. Корейцы делали этот станок по лицензии чехов. То есть они, по идее, должны быть одинаковые. Станок мне достался вот в таком состоянии. Здесь вот есть земля. Я его привез и помазал направляющие, чтобы они сохранились, не заржавели от влаги. Помазал все лимбы. Вот. Что здесь замечательного? Так, здесь вот погнутый вот такой шомпол. Досталась фреза с цангой и самодельная оправка. ISO здесь ISO 40 шпинделя. Выдвигается пиноль вот этим маховичком. В целом станок не в плохом состоянии. Все направляющие не имеют большого износа, но это уже будет видно по мере его разборки и дефектовки. Первым делом я хочу заглянуть в коробку скоростей, посмотреть наличие масла. Давайте сделаем это. Но прежде чем полезем в коробку скоростей, пробежимся по станку, посмотрим, что он из себя представляет, в каком он состоянии. Штревель гнутый. Ладно. Здесь рукоятка зажима пиноли. Ослабил. Здесь штурвал передвижения пиноли. Пиноль выдвигается. Видно, вот тут изменяется зазор. Эта штука спускается вниз. Но присутствует какое-то заедание. Такое чувство, что кривой винт. Вот сейчас легко крутится. И бывают моменты, что вот сейчас вот туго. Хотя фиксатор разжат. Вот видно, вылезает пиноль. Здесь должен быть амперметр. Здесь просто заглушено. Голова поворачивается на 45 градусов в ту и в другую сторону. Есть шкала. Здесь зажимные болты. Два с этой стороны и два с той. Конус шпинделя ISO 40. Стол. В целом стол в хорошем состоянии. Выломанных пазов нет. Есть какие-то вот такие заезды, засверливания фрезой. Вот здесь, но это совсем мелочи, так сказать. Здесь стол чуть-чуть поржавел. Ширина паза, по-моему, 14 миллиметров. Здесь должна быть еще одна ручка, штурвал. Все крутится. Здесь находятся концевики продольного хода стола. Все перемещение здесь осуществляется с помощью электродвигателя. И ограничение хода стола обеспечивается просто выключением двигателя. Если дойдет до предельной точки, нажмется вот эта кнопка, вот этим нажимателем, и двигатель выключится, и стол не уедет со станка, не произойдет никакой нештатной ситуации. Здесь у нас
глазок контроля смазки направляющих. То есть при работающем моторе нажимаем кнопку, удерживаем, и здесь должны быть появляться капельки масла. Как они появились, это означает, что все направляющие, продольные и поперечные, смазаны. Смазку можно прекратить. Это ручка переключения подач. Вот это коробка подач. Здесь все шестеренки, все переключается. Где-то уровень масла. За ним надо наблюдать. Он постоянно уходит, так как приходится смазывать направляющие. Это кнопочный блок. Выключение, включение. Здесь должна быть шторка. Маховик поперечного перемещения. Видно, что здесь осевой зазор. Надо разбираться, что тут. Либо подшипник надо какой-то подставить, что ли, подтянуть вот тут вот эту гайку. Все это надо будет разбираться. Здесь сквозная дыра. Видимо, чтобы стружка, что ли, уходила. Вот здесь это лотки для стружки. То есть стружка, если падает сюда, ее можно протолкнуть туда, вглубь. И, по идее, она должна провалиться в окно в консоли и высыпаться вот из этого окошка. Вот так. Там еще есть какое-то количество стружки, по-моему. Да, вот. Вот. Здесь должно быть стружка-приемник небольшой, стружка-приемник, такие коробочки. И сюда высыпаться стружка. Потом, когда накопилось, можно взять и выкинуть. Та, что стружка скапливается на столе, ее также можно протолкнуть вот по этому пазу, по крайнему, скинуть вот сюда. Здесь должны такие ограничители быть, типа трубки. И потом стружка попадает вот сюда, проваливается вот в эти окна. Вот, видно, что они насквозь. И здесь тоже есть такие ниши. Я сейчас двигать не буду стол туда, чтобы показать. Но видно, что вот здесь есть пространство. И вот в то окошко вываливается стружка. Это такая отличительная особенность вот этих станков. На наших станках я такого не видел, не встречал. Также еще вот есть интересный момент. Вот эта полость станины, она открытая. То есть она закрывается вот такими полукрышками. Там устанавливается насос СОЖ. А здесь, соответственно, резервуар СОЖ. И, как по мне, так удобно сделано. Снимаешь крышку, вот это все пылесосом высасываешь, чистишь. И, пожалуйста, легкий доступ к резервуару. Вот это сразу бросилось мне в глаза, когда я первый раз увидел станок. Ну, а также вот эти окна со всеми вот этими ходами, которые здесь в консоли предусмотрены для слива СОЖ и для эвакуации стружки. Так, что дальше? Винт поперечного перемещения стола находится посередине консоли и находится в плоскости шпинделя. Вот это тоже сразу как-то бросилось в глаза, потому что на наших станках он находится с краю. И когда я перебирал свой 6R81, то как-то почему-то я подумал, почему он находится здесь, если усилие фрезы приходится вот в эту точку, а винт перемещает стол вот в этой точке. То есть тут есть какое-то плечо воздействия на направляющую, которая отвечает за вот это перемещение, и чтобы стол вот так вот не двигался. Здесь вот чуть-чуть по-другому сделано. Здесь посередине, и вот здесь тоже там какой-то клин есть, он с той стороны подтягивается, чтобы стол вот так вот не ездил. Вертикальная подача здесь с краю. Вот такой шлицевой вал уходит туда. Вот это
как бы, наверное, распределительная коробка получается. Здесь рычаг управления подачами. То есть это влево, это вправо. Если вправо, допустим, если до конца, то это ускоренное. Вот это нейтральное положение. Влево, ускоренное влево. Нейтральное. Вот этот рычаг переключает вверх-вниз, вправо-влево, от себя к себе. И есть вот такое нейтральное положение. Также эти рычаги дублируются с той стороны. То есть можно наблюдать за процессом фрезерования здесь и включать и выключать станок. Менять подачи. Все это происходит вот этими двумя рычагами. Все подачи: продольная, поперечная и вертикальная. Здесь вот я наблюдаю какие-то самодельные маховики. Если его выдвинуть, он просто вращается. Если я задвигаю по шлицам, то я вращаю винт. Здесь заглушка, здесь шестеренка. И эта шестеренка является приводом дополнительной оснастки: делительной головы либо поворотного стола. Направляющие поперечные, направляющие вертикальные, ласточкин хвост. Зазор выбирается клином, который находится здесь. Также имеется на каждом перемещении, продольное я уже показывал, концевики. Вот это концевики вертикальной подачи. Также есть кулачки. Вот они почему-то два здесь, надо один переместить сюда. Сюда надо один переместить. И также эти кулачки нажимают на кнопки и отключают электромотор, который находится там, с той стороны. Вот это кулачки для поперечной подачи. С этой стороны также имеется окно вывода стружки. А концевики, вот они, концевики находятся. Вот они. Так, что здесь? Здесь идет жгут. Жгут управления. Это с концевиками связано. И пакетники. Это СОЖ. А это главный рубильник. Включено, выключено. 3 положения. Вот эта крышка переключения скоростей. Имеет вот такой вид. Здесь три диапазона. Вот этой ручкой переключаются. А это уже переключает блоки шестерен на обороты от 63 до 2008 оборотов. Вот шильдик. 80-й год. F2 250. Вот тут что-то написано. Моторчик здесь вот такой, на 4 киловатта. На шильдике даже что-то написано. Вот кто-то просил, я читал темы по этим станкам. Кто-то спрашивал, что за шильдик, что на шильдике. Вот можно посмотреть. Вот 80-й год. Потом я сфоткаю еще получше. Вот в таком состоянии. Вот видно тут, что камни лежат. Откуда-то, не знаю, сверху что ли упали. Нет крыльчатки и кожуха. Но это ничего страшного. Вот здесь еще какое-то отверстие. И через это отверстие видно коробку. Все в целом. Вот это весь станок. Есть у него какие-то свои нюансы, отличия. Ну, буду разбираться.
Ну а сейчас вскроем крышку вот эту. Посмотрим, что в коробке скоростей.